Привет, друзья! Фридрих Мерц – первый за последние десятилетия немецкий лидер, который открыто меняет правила игры в отношениях с Соединенными Штатами Америки. По информации, просочившейся в немецкие деловые издания, в канцелярии Мерца был подготовлен доклад с новой внешнеполитической стратегией, в которой Вашингтону отводится роль наблюдателя, но не координатора. Как говорят в кулуарах, это уже не союз, а корректная дистанция. Американские военные контракты больше не пролонгируются автоматически, совместные учения сокращены. Во внешней политике заметная пауза. Белый дом в замешательстве. Для Вашингтона Германия десятилетиями оставалась надежным проводником интересов, но теперь Берлин действует сам осторожно, но уверенно. Мир сознательно отказывается от участия в новых трансатлантических инициативах, все чаще вместо формулировки «координация с Соединенными Штатами Америки» в документах используют понятие «национальный интерес». Как утверждают источники, близкие к аналитическим центрам при правительстве, Мерц рассматривает союз с Вашингтоном как устаревшую модель, которую Германия больше не обязана поддерживать любой ценой. Символично и то, что Германия больше не дает комментариев по американской повестке. Это молчание все громче любых слов. Пресс-служба канцлера игнорирует вопросы оппозиции Соединенных Штатов Америки по европейским реформам, и в самой Германии это воспринимается как сигнал: Берлин идет своим путем. Но это только начало, все серьезнее, чем кажется. Ангела Меркель, некогда символ стабильности, сегодня вынуждена наблюдать за тем, как разрушается архитектура, которую она строила годами. Новый канцлер не просто меняет курс, он вычищает саму суть прежней эпохи. В политических кругах Германии это называют обнулением после Меркель, и происходит это с поразительной скоростью. Как сообщают обозреватели, близкие к бывшему правительству, Меркель предпринимала несколько попыток вступить в диалог с окружением Мерца. Она надеялась удержать хотя бы часть прежней повестки, поддержку Брюсселя, мягкую миграционную линию, лояльность к Соединенным Штатам Америки. Но все ее сигналы были проигнорированы. Ни одного ответа, ни одной консультации, полное информационное затишье. Внутри самой ХДС началась скрытая борьба. Старые кадры теряют влияние, все чаще в списках назначений появляются имена, ранее не связанные с классическими партиями. При этом Мерц не дает ни объяснений, ни оправданий, он просто действует. Как отмечают немецкие средства массовой информации, это и есть его стратегия – навязывать повестку, а не согласовывать. Для сторонников Меркель все происходящее – это личная катастрофа. Ее долгие годы дипломатии, осторожных компромиссов и сбалансированных решений оказались не нужны в новой системе координат. А главное, некому их защищать. Европа уже не та, и Германия больше не играет по сценарию старой элиты. А дальше то, чего никто не ожидал. В Европе начинается тектонический сдвиг, о котором еще год назад говорили только шепотом. Теперь это реальность. По информации, просочившейся в деловые медиа Италии, в конце мая в Северной Ломбардии прошла закрытая встреча министров обороны, экономики и внутренних дел 4 стран – Германии, Италии, Венгрии и Чехии. Повестка создания альтернативного альянса без Соединенных Штатов Америки, без НАТО и без Брюсселя. Как утверждают аналитики, формат получил рабочее название «Внутренняя Европа». Это не надгосударственная структура, как Европейский Союз, это сеть. Каждая страна сохраняет свой суверенитет, но решения синхронизированы. Главная особенность – это полный отказ от вашингтонской координации. Соединенные Штаты Америки не приглашаются, Еврокомиссия исключена, централизованного штаба не будет. Вместо него модульная архитектура, логистика, энергетика, безопасность и оборона. Одним из ключевых пунктов стало обсуждение создания совместных хабов для перераспределения газа и редкоземельных металлов вне поля зрения Еврокомиссии. Также поднимался вопрос создания зоны оперативной логистики на Балканах, где Германия планирует развернуть инфраструктуру внутреннего транзита для нужд Альянса. Все это оформляется как частные инициативы с межправительственной координацией, без создания новых договоров, чтобы обойти обязательства в рамках Европейского Союза и НАТО. Многие считают, что именно сейчас рождается не просто временный союз, а альтернатива старой Европы. И все это под личным контролем Мерца.
И это еще не все. За кулисами совсем другой сценарий. В тени уже работает параллельная схема, которая в будущем может заменить сам Евросоюз. Германия, Венгрия, Чехия, Италия и Болгария координируют действия через негласную сеть закрытых механизмов, от деловых форумов до экспертных комиссий, созданных по национальным законам, но синхронизированных между собой. Как пишут обозреватели, фокус на первый план выходят сетевые формы управления. Документы не проходят через Европарламент, не требуют одобрения Еврокомиссии, а создаются и подписываются в гибридном формате. Часть как экономические соглашения, часть как рамочные меморандумы. Все это позволяет странам не нарушать формальные обязательства по Европейскому Союзу, но при этом действовать самостоятельно. Немецкие чиновники все чаще появляются на встречах группы 5. Это структуры, которые не имеют официального статуса, но в реальности заменяют собой политическую дирекцию в Европейском Союзе. Там же обсуждаются бюджетные корректировки, схемы поставок военного оборудования и антикризисные меры по миграции, которые Германия и Италия синхронизируют вне системы квот. Интересно, что Франция в эту архитектуру не входит. Макрон, по сообщениям инсайдера, уже дважды пытался инициировать встречи с участием Берлина и Парижа, но получил отказ. Новый альянс формируется без Парижа, без Вашингтона и без евробюрократии. А это уже не слухи, а работающая альтернатива. Теперь становится по-настоящему жестко финансовый мотор Европы. Это Германия неожиданно нажал на тормоза. С середины июня в Совете Европейского Союза все чаще фиксируется странный сигнал. Немецкая делегация воздерживается от голосования по ключевым бюджетным вопросам. И речь идет не о технических деталях, а о стратегических направлениях. Климатические проекты, военное сотрудничество, восстановительные фонды. Буквально Берлин не дает зеленого света. Как утверждают экономические обозреватели, это не сбой, а осознанная тактика. Стратегия, получившая неофициальное название финансового давления, якобы одобрена лично Мерцем на одном из закрытых брифингов в канцелярии. Суть проста. Если Германия временно перекроет главный финансовый кран Европейского Союза, система начнет дрожать, а с ней и все управление из Брюсселя. Именно немецкое участие – это основа бюджета Евросоюза. Теперь же десятки программ зависли в воздухе, в комитетах Европейского Союза уже отменяются заседания, нет смысла обсуждать инициативы, которые никто не может профинансировать. Особенно страдает Восточная Европа, Польша, Румыния, Болгария. Они остались без гарантии поддержки. В кулуарах Европейского Союза звучит все громче. Если Берлин уходит, система рушится. Брюссель пытается сохранить лицо, но уже нервничает. Ни одного официального комментария из Берлина, только молчание и сигналы, которые все громче звучат, как начало бюджетной революции. Но финал ближе, чем вы думаете, и он взрывает систему. Германия отказывается от роли главного донора Евросоюза. По информации, полученной от экспертов, работающих Советом министров Европейского Союза, Берлин уже отказался от участия в дополнительных взносах в ключевые фонды обороны, зеленый, цифровой. Это стало шоком для всей системы. Если вам понравился мой рассказ, ставьте лайк, подписывайтесь, делитесь этим видео. Спасибо за просмотр.